Всем привет! А сегодня мы поговорим о тэппинге и о том, какие наиболее распространенные ошибки встречаются в данном техническом приеме. Поехали! По сути, тэппинг из себя представляет продолжение легатной техники. То есть вот у нас левая рука поливает легаты, и к ней у нас еще добавляется правая рука, которая выполняет, ну, как правило, одним пальцем, иногда двумя, даже такое бывает, выполняет функцию вспомогательного элемента, который также делают у нас хаммероны и пулоффы. По сути, это тоже легато, только двумя руками, можно так сказать. И вот именно с этим связана первая распространенная ошибка. Ошибка называется аритмия. Дело в том, что левой руке приходится теперь делиться пространством, во времени имеется в виду, да, в такте, можно сказать, с правой рукой, то есть для того, чтобы правая поставила ноту. Обычно у нас четвертый палец привык быть крайним, и мы как бы подсознательно ориентируемся именно на него, когда мы делаем волну вот такую вот. И вот такие вот волны у нас пошли по 3 ноты на струне, и все как бы отлично поливаем. Но теперь что происходит? Теперь у нас появилась правая рука. Появился еще один элемент, которому нужно время оставлять. И вот с этим возникают как раз таки проблемы. Также у многих тэповая нота получается короче, чем остальные. Это также аритмия, то есть это все мы пока что обсуждаем первую проблему. Только в первом случае мы говорили про левую руку, что она не может оставить место для правой руки, а во втором случае мы говорим о том, что правая рука не пользуется этим местом, можно сказать. То есть должно быть, например, возьмем простейшую фразу, простейшую вертушку тэппинга. Все ноты ровные. А как звучит ошибка, когда тэповая нота короче? Люди ее прям тапнули и сбрасывают, но у этой ноты тоже есть длительность. И в большинстве случаев эта длительность такая же, как и у остальных нот, которые извлекаются уже левой рукой. Соответственно, как эти вещи, обе вот эти вот вещи, как с левой стороны, так и с правой стороны, устраняются? Медленно под метроном. Волшебной кнопки здесь нет никакой. Единственное, что могу посоветовать, это сконцентрироваться именно на ритмической ровности. Многие, кто играет тэппингом, об этом почему-то забывают. Ну, типа нот много, там шквал нот льется, и вроде как все хорошо, а нет, ребята, к сожалению, это не так. К сожалению, нехорошо, и это действительно слышно. Дальше вы просто постепенно это ускоряете, и у вас получается... Вы уже начинаете волну представлять не как в левой руке, как обычно, а как вместе с правой, то есть оно у вас просто увеличивается. И когда это осознание приходит, в подсознание, я бы даже сказал, когда все это дело приходит, вы уже начинаете эту волну играть нормально, и у вас она распространяется на протяжении всех тэповых пассажей, будь то восходящие, нисходящие и так далее. То есть вот так вот мы боремся с этой аритмией. Главное об этом помнить, это знать и трезво оценивать ситуацию. Ну а вторая распространенная проблема – это частота. С чем это связано? С тем, что у нас обычно ребро ладони правой руки отвечает за оглушение всех вышележащих струн, но теперь оно уходит. И уходит оно вот куда? В воздух. То есть как бы оно уже не принимает участие в глушении. И у многих в тэппинге правая рука работает в воздухе. То есть что тоже неверно, потому что вышележащий кто-то должен глушить. Даже если мы возьмем первую струну, то... Все там шум, гам, шквал просто вышележащих уже звенит и мешает нам играть чисто. Вопрос, каким элементом мы глушим вышележащие? Все так же правой рукой, ответ, но основанием кисти по сути. То есть можно сказать, что в тэппинге мы глушим вот таким вот образом. И вот именно так у нас рука перемещается по необходимости. Допустим, мы идем вот с первой струны, допустим, на третью, на четвертую. У меня рука постепенно приподнимается. Вот с этого ракурса будет видно. И так далее. Она дальше пойдет, и дойдет до шестой струны. И когда мы играем уже на шестой струне, то основание кисти уже струны точно никак не цепляется. То есть оно вообще уже не касается, потому что оно будет иначе глушить игровую струну уже. Кисть при этом может касаться деки, то есть вот, например, опереть ее можно сюда и играть тэппингом вот так. Может она уже на шестой струне быть в воздухе. Дальше она постепенно наезжает уже вот сюда вот и, собственно, закрывает все вышележащие струны собой. Также напоминаю про технику глушения вышележащей струны указательным пальцем, то есть слегка подпирая ее снизу. Например, зажимая первую струну, мы слегка касаемся снизу, касаемся второй струны и так далее. Например, здесь у меня первый палец глушит вторую, первую и слегка касается четвертую. Это очень полезно, потому что избавит правую руку от излишне точной для нее работы и позволит ей допустить, ну, некоторую, можно так сказать, ошибку. То есть у нее будет чуть больше свободы в амплитуде хода. В противном случае мы либо откроем лишнюю струну, вот, вышележащую, и у нас она заорет, либо мы случайно накроем игровую струну, и она у нас не зазвучит. Вот в этом вся проблема. Техника глушения вышележащей струны указательным пальцем в этом плане решает проблему. Об этой технике подробно вы можете посмотреть в соответствующем видеоуроке у меня на канале.
И последнее, что хочу сказать про тэппинг, это все-таки техника его выполнения с точки зрения вот именно правой руки. Дело в том, что это опять-таки такой же легато. А помните, как видеоурок, как делать легато, как добиться динамической ровности и так далее. То есть, где я рассказывал, что у нас работать должны вот эти вот суставы. То есть, не вот так вот мы зажимаем, не вот так вот мы делаем хамерона, а вот в этом суставе у нас палец, по сути, сгибается, не меняя при этом форму. Примерно то же самое должно быть у правой руки для того, чтобы получился качественный тэппинг. То есть, не надо делать вот такой вот вывод. Рассчитайте положение руки так, чтобы вы могли делать вот такое движение пальцем. То есть вот работает вот этот вот суставчик. Сам палец, сам по себе палец не деформируется. То есть вот у нас получается вот такое вот действие. А pull-off, как обычно, у нас делается в направлении вниз. И абсолютно не страшно, если вы заденете лишние струны, потому что они у вас все равно заглушены первым пальцем левой руки по умолчанию. По крайней мере, так должно быть. Вот, на этом с тэппингом все. Итого у нас получилось с вами две ошибки. Это аритмия и грязь. Ну и пару слов мы сказали о том, как технически это правильно делать. Пробуйте, тренируйтесь, занимайтесь. Вопросы, предложения, пожелания, все пишите в комментарии, всем отвечу. Лайкайте, подписывайтесь. Скоро будут новые видеоуроки. Пока!